Всем доброй ночи. Перед вами весы. Инструмент всемирного равновесия, гармонии и справедливости. Весы как знак рождения истины. Весы определяют истинную стоимость вещи, потому что определяется по весу тоже золото, серебро, бриллианты, другие камни, вес. Мы говорим, человек имеет вес. То есть его деяния, он сам перевешивает все, что о нем говорят. Боги подземного мира, надгробного или загробной жизни, у них в руках изображались весы. Почему? Считалось, что сердце человека должно быть настолько легким, чтобы эта легкость могла перевесить все его грехи и плохие деяния. Вопреки тому, что в мире людей тяжелые перевешивает, вот у богов загробного мира, наоборот, легкость сердца перевешивала грехи человека. Если сердце было настолько легким, насколько положено для того, чтобы быть хорошим человеком, то оно перевешивало грехи. А значит, он направлялся в лучшее место, в почетное место. Если сердце его было настолько тяжелым, что поднималось наоборот вверх, перевешивали грехи его тяжелое сердце, то он направлялся в чистилище для того, чтобы отмолить все, что он в жизни натворил. С весами изображались богини справедливости, вселенная Кара, которую называют карма, карающая матерь. Та же самая Фемида, юстиция, изображалась весами, которая мерила грехи человека, его достоинство, чтобы понять, что перевешивает. В магии есть много заклинаний, заговоров, где говорится о чаше весов в судный день. Судный день, который либо нагрянет в некоторых религиях, либо после жизни человека приходит судный день, то есть время держать ответ за все свои деяния. И вот в этот судный день есть всемирная чаша весов, которая должна внести гармонию, должна справедливо судить о каждом человеке, о его деяниях. Итак, дорогие друзья, я хочу вам подарить, давно собиралась, никак не могла собраться, и когда мне отправили в дар весы, я поняла, что это мне некий намек, чтобы я показала, потому что свои весы я показать не могу, мне нужно было новые приобрести. Вам нужно будет приобрести весы. Лучше вот такие, чтобы они были в подвешенном состоянии, чтобы вы не искали, куда их вешать. Желательно вот такого типа. Можно маленького размера, это не имеет значения. Но вам нужно взять весы. Заговоры на весах известны давно. Такие заговоры делали купцы для того, чтобы весы справедливости по заслугам их давали им прибыль, чтобы весы тянули клиентов в тот магазин, в котором они висели. На весы делали заговоры, чтобы спастись от суда, чтобы чаша всемирной справедливости склонилась к ним, если они были не виноваты, были уверены в своей то есть невиновности. На весы делались ритуалы наказания людей, которые обидели чем-то человека недостойно, незаслуженно, точнее, ни за что, и не несли наказание. Делалось на весы, призывалась всемирная справедливость, которая должна была рассудить
Но сегодня я хочу вам подарить ритуал, который внесет равновесие в вашу жизнь, гармонию, дорогие друзья. О, улетел кое-кто. На 5-й минуте, кажется. Это равновесие поможет вам наладить отношения на работе, с коллективом, в семье, со своим здоровьем, со своей судьбой. Время от времени взять в руки весы, начитать 4 раза, потому что здесь важно равновесие. Мы же обращаемся к равновесию вселенской, к справедливости. А значит, мы должны ровно столько раз считать, чтобы было четное число. Подождите секунду. Поэтому читать нужно 4 раза. И повесьте обратно. И вы заметите, какие будут перемены в вашей жизни в отношении с людьми, как легко вы будете успевать все свои дела. Многое будет подстраиваться под вас. Пытаюсь так взять, да, чтобы было удобно. Именно потому, что вы начитали на всемирное равновесие, на инструмент справедливости. Итак, о чаше всемирного равновесия, божественной гармонии, справедливости мирители, гармонии равновесия дарители, великий суд вами совершается, от вас дух справедливости рождается, о вселенская гармония, чаша весов мироздания, внесите в мою жизнь равновесие, дайте миротворение, дайте судьбе моей равновесие и гармонии. Внесите гармонию между мной и мирозданием. Внесите ясность ума, упорядочите мои дела. Уравновесьте мою энергию, внесите гармонию между мной и мирозданием. Я, Инга, взываю к чашам вселенских весов и прошу силу справедливости внести равновесие и гармонию между мной и Вселенной, между мной и людьми, между мной и силами, между мной и судьбой. Заклинаю чашей весов судного дня и именем мировой справедливости, да будет так, как я прошу, истинно. Ой, рука чуть не отвалилась. Можно ли читать на весы, которые в руках у Фемиды? Нет. Весы должны быть абсолютно отдельные, потому что весы в руках у Фемиды, они символизируют нечто иное. Тоже равновесие и справедливость, но это совершенно иное. Там обращение совсем по-другому. Кроме того, Фемиду простым людям дома держать не очень хорошо, потому что она очень сильная богиня. Очень, вопреки тому, что нам кажется, что это всего лишь красивая статуя, мы ошибаемся. Если Фемида благоволит кому-либо, то этот человек никогда в жизни не будет подвержен ни к чему такому, что может испортить ему жизнь. Пользуйтесь на здоровье. Всем